Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Из-за того, что у нас, конечно же, август месяц, это у нас очень-очень хороший месяц для того, чтобы отдыхать и быть в отпуске. Я не могу, в принципе, регулярно выпускать видео, но извиняюсь, что у нас находится на рынке и где мы сейчас вообще находимся. Давайте-ка мы быстренько сделаем небольшой обзорчик. Итак, биток минус 2,1%, эфириум минус 3,8%. Все альткоины просто идут за битком, даже и эфириум идет за битком. И тут интересный вопрос, началась ли медвежка или все-таки будет продолжение бычьего цикла? Никто, конечно же, не знает, потому как знает только сам манипулятор. Итак, у нас альта очень конкретно скорректировалась, и видно то, что на рынке есть некий отток капитала. Капитализация рынка падала вплоть до 3 триллиона 870 миллиардов долларов. Вот что. Биток закрепляется в диапазоне 115 тысяч долларов. Эфириум 4362. И я думаю, что на данный момент у нас коррекция должна закончиться. Потому как если у нас на данных значениях коррекция не кончится, мы с вами сможем увидеть дальнейшее падение криптовалюты, и там уже, конечно же, будем погружаться, наверное, все-таки в медвежку. И на этом этапе начнется сильнейшая бритва на крипторынке. Что по поводу коррекции? Биток у нас находится в диапазоне 115, был закол на 114 700, и я предполагаю, что здесь у нас коррекционное движение должно закончиться, потому как мы с вами неоднократно обращались к DXY, и у нас была полная корреляция DXY к биткоину. Что мы видим на данный момент? После вот этого вот разворота, который у нас произошел буквально 21 апреля 2025 года на DXY, мы с вами видим небольшой рост по DXY, потом у нас идет падение, и здесь есть вот такая вот интересная шпилька по DXY. У нас прошло здесь на данный момент буквально 28 дней. 28 дней, а если взять поточнее, вместе с выходными, у нас здесь получается 38 дней. 38 дней. Что у нас по биткоину? Давайте-ка мы посмотрим. У нас произошел тоже здесь разворот, рост, и в принципе что? Здесь у нас 41 день, и тоже с вот этим вот разворотом и коррекцией. Ну, в принципе, плюс-минус не 38, но 41 день. Если мы с вами по биткоину, в принципе, дальше росли, и у нас здесь получается вот такая вот тоже шпилька, и вот этот вот момент коррекции. У нас здесь проходит сколько? 17 дней. 17 дней у нас на DXY. Это у нас был небольшой рост и такая резкая коррекция, можно сказать, сквизом. То у нас здесь получается тоже был рост и вот коррекция. Как раз у нас с момента вот этого вот разворота, вот эта вот красная свеча, которая у нас образовалась буквально 2 августа, мы с вами видим то, что у нас произошел тоже небольшой рост и небольшой сквиз вниз вместе с коррекцией. Про все ушло у нас 16 дней. 16 дней это как раз у нас совпадает вот этот вот момент. Рост и коррекция сквизом вниз. Я думаю, что со всей коррекцией, что у нас произошла на рынке, у нас буквально завтра, может быть такое, что послезавтра, должен произойти в дальнейшем разворот по рынку. И коррекция по биткоину где-то здесь уже должна закончиться. Также мы с вами подошли к нижней части вот этого вот канала восходящего. И по всей видимости с текущих будут формировать они разворот по биткоину. И в дальнейшем мы должны по всей видимости расти. Но если мы здесь не увидим никакого разворота на биткоине и биток будет в дальнейшем снижаться вниз, то у нас уже начнется
раскорреляция курса биткоина и относительно самого графика DXY. В дальнейшем полагаться уже не на что будет. У нас останется еще только один момент, это, конечно же, снижение доминации биткоина. На данный момент мы видим то, что здесь локально формирует такой вот на 4-часовике медвежий флаг. И может быть такое, что в дальнейшем он у нас отработает, конечно же, проливом вниз, потому как мы с вами предполагаем, что в дальнейшем будет падать доминация биткоина. Как и предполагалось ранее, то, что здесь они на дневке примерно остановят падение доминации биткоина и начнут здесь мурыжить. Вот у нас вот эта вот такая вот линия желтая, мы ее можем, конечно же, отметить, ну, другим цветом, пускай там зеленым. По всей видимости, здесь я предполагал, что здесь остановится у нас доминация биткоина, падение, вернее, доминации биткоина, и здесь они остановят, начнут потихоньку мурыжить. Так это все дело у нас и происходит. Уже на данный момент 1, 2, 3, 4, 5, 6 дней у нас остановка, мурыжат. Но если посмотреть на недельный график, то мы довольно-таки неплохо снизились. И здесь у нас уже падение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недель мы находимся в падении. По истории в 2021 году у нас доминация биткоина падала ровно 19 недель. Так что мы можем предположить, что еще 10 недель у нас впереди, и мы можем увидеть падение доминации биткоина. Повторится ли история, как это было в прошлых циклах или нет, знает только сам манипулятор, а мы можем с вами понаблюдать за этим всем делом. Потому что больше ничего мы не можем предпринять. Если у нас будет дальнейшее падение доминации биткоина, мы сможем с вами увидеть рост альткоинов. Если, конечно же, падение доминации биткоина не произойдет, то альткоины расти не будут. Есть такая вероятность, что у нас может произойти падение доминации биткоина вместе с самим биткоином. Это будет положительно для альткоинов. И может быть такое, что у нас будет падение доминации биткоина вместе с ростом биткоина. Это будет еще положительно для альты. Но и есть еще один вариант, то что биток развернется с текущих на медвежку, и мы просто-напросто полетим в сущий ад, и там будет минус 85% от портфеля с текущих. В принципе, вот так вот. Посмотрим, понаблюдаем, что у нас в дальнейшем произойдет на этом рынке. У нас эта неделя очень-очень важная, и мы должны увидеть, конечно же, в самом лучшем сценарий это разворот биткоина и дальнейший рост. Ну, хотя бы в диапазон там 130, 140, 150 тысяч долларов за биток. Это будет самое положительное, что может произойти на этом рынке. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи. Желаю всем мирного неба, а я погнал в отпуск.